Друзья, всем привет! В этом году с погодой творится разное, по крайней мере в нашем регионе. Снега зимой не было совсем, зато в апреле выпала месячная норма. Как будто 12 месяцев проспали свой выход или не поделили очередь, и теперь творится такое. Ну да ладно, это я к тому, что хотел поработать с фасадами своих построек, но в снег и слякоть делать это некомфортно. Поэтому можно поработать в мастерской или дома. Обратил внимание на состояние лопат, которые у меня в пользовании. Вот это самое, можно сказать, любимое для копки траншей. Хотя изначально покупалась жене для огорода. Она маленькая и ей легко работать. Состояние за год немного изменилось. Появилась ржавчина, черенок в непонятном состоянии. Такая же беда с другими лопатами. Поэтому, пока есть время и желание, я решил привести их в порядок. При этом так, чтобы это не заняло много времени и сил. Для начала надо отделить черенок от лопаты. Далее черенок надо отшлифовать. Изначально сделать это хотел с помощью гриндера, но из-за опорной пластины на черенке получаются выбоины. Но если эту пластину демонтировать, то получается удобная приспособа для зачистки труб, так как теперь труба, в моем случае черенок, не упирается в твердую пластину, а пружинит, и лента как бы ее обволакивает и сильно не давит. Так уже получается лучше, но сильно пылит. Поэтому под гриндер поставил лоток с водой, и часть пыли попадает туда. В работе использую гриндер Аффи. Уже много раз показывал и рассказывал про него. Тут вместо двигателя используется болгарка или УШМ. И это, на мой взгляд, неплохо, так как использую его редко, а болгаркой пользуюсь часто. Снимается и ставится она легко. Без болгарки станок занимает мало места. Он легкий и недорогой, но в свою очередь в заводском исполнении. Для моих бытовых задач вполне хватает такого. Черенок очень просто и быстро шлифуется, но все равно хочется быстренько пройтись по нему наждачкой вручную. Далее отмечаю на черенке место, докуда он войдет в лопату. Ставлю на гриндер опорную керамическую пластину и ленту. На черенке надо подснять немного материала, чтобы он залез в лопату. Так как знаю, что пыли в таком случае будет сильно больше, симпровизировал держатель для трубы пылесоса из трубцин, который держит гриндер, и обычного пакетика. Кстати, справляется со своей задачей такая конструкция вполне. Снятие материала идет моментально, но тут все, конечно, зависит от ленты. Снял лишнее и придал форму черенку. И теперь перехожу на лопату. Она выглядит ржавой и некрасиво, и она, конечно, после того, как я ее приведу в порядок, а затем снова какое-то время поработаю, будет выглядеть так же. Но зато в начале сезона инструмент будет выглядеть чистым и готовым к работе. Тем более, поставив лепестковый диск, вся эта грязь легко и быстро уходит. При этом лопата и так имеет покрытие. Надо постараться его не снять. После того, как сделали механическую чистку, берем любой очиститель. У меня вообще очиститель дроссельной заслонки. И распыляем на лопату. И видим, как она хорошо очищается. Далее лопату можно слегка заточить. Штыковую и для копки траншей затачивать лучше только с одной стороны, с лицевой. Хоть это и не так удобно, как с тыльной. Потому что лопата на этой стороне вогнута. Еще при заточке важно не перегревать кромку, иначе она будет быстро тупиться и вообще придет в негодность. После этой процедуры смазал лопату машинным маслом для консервации, хоть и, надеюсь, ненадолго. А вообще эту процедуру лучше делать осенью на хранение. Далее надо обработать льняным маслом черенок. Он тогда становится более гладким и хорошим на вид. Также используется для хранения. Оно предотвращает пересыхание и растрескивание черенка. Масло хорошо впитывается, и черенком удобнее пользоваться впоследствии. Далее насаживаю черенок и забиваю гвоздь. Можно использовать саморез. Просто под руку попался красивый гвоздь нужного размера. После такой процедуры чистки, заточки и пропитки лопата легче будет входить в грунт на какое-то время. После процедуры можно повторить. Благо делается это недолго. Как говорил Генри Форд, лучшие инструменты не сделают работу за тебя, но заставят потратить меньше сил на то, что неизбежно.
Так что это можно применить и к лопатам, как банально бы это и не казалось. Вообще копать одно из моих нелюбимых занятий, но когда результат идет легче и быстрее, то хотя бы этот процесс не так нервирует. А траншеи в этом году я запланировал накопать прилично. И кабель питания для мастерской, и трубу от септика в отстойник, и для труб для въезда на участок, ну еще от дома отвод от водосточной системы. Поэтому тема, казалось бы, абсурдная и не стоящая отдельного ролика. Но тут смотря как посмотреть. Тут скорее мотивация обслужить инструмент. Так что, друзья, если видео вам понравилось, то ставьте лайки и пишите комментарии, кто как подготавливает инструмент к сезону. И поделитесь лайфхаками, чем обработать черенок и лопату, чтобы легче шла работа. Не забывайте подписываться на канал, тут и в Telegram. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!